Невероятно, когда город стоит прямо на морском побережье. Ведь так здорово проснуться, позавтракать в красивом месте, взять крем от загара, купальник или плавки, полотенце, пойти на отличный пляж, где можно поваляться на теплом песке, плавать, слушать музыку, загорать, общаться с друзьями, читать и просто наслаждаться жизнью. И в этом видео мы с вами проведем именно такой идеальный день в потрясающем месте под названием Барселона. Спасибо всем, кто прямо сейчас поставил лайк этому видео, подписался на канал. И давайте начинать! Свой день мы решили начать с вкусного завтрака. Для этого мы пришли в кафе Brunch and Cake. Так что пойдемте. Честно, не просто кафе, это целая сеть, но раньше, мне кажется, это место было немножко лучше. Они недавно провели ребрендинг, сделали дизайн новый, обновили меню, но тем не менее, все равно здесь очень вкусно, так что с нетерпением жду свой завтрак. Удивительно, как одна чашечка вкусного кофе может дать настроение на целый день. И он здесь чертовски хорош. Такой эффектной подачи я не ожидала. Вау! Круто! Несмотря на то, что на террасе сидеть намного прикольнее, мы были очень рады, что столик у нас располагался внутри, так как наблюдали очень неприятную сцену. Темнокожий парень пришел к ребятам, которые сидели снаружи, долго что-то с ними обсуждал, в итоге схватил бутерброд, который лежал у них на столе, и убежал вдаль. Причем такую сцену мы уже наблюдаем не один раз. Первый это было на Ла Рамбле, и в принципе там понятно, очень туристическое место. Ты немножко не ожидаешь, что такое может произойти в любом месте, поэтому надо быть максимально аккуратным. И нас еще неоднократно предупреждали, что ни в коем случае не стоит класть телефоны на стол, потому что вместо бутерброда кто-то может убежать с вашим телефоном. Там, где заканчивается проспект Vía Layetana и начинается порт Барселоны, сложно не заметить огромную и забавную скульптуру «Голова Барселоны». Автором сюрреалистической головы является американский художник, яркий представитель поп-арта Рой Лихтенштейн. 15-метровая скульптура выполнена из цемента и стальных скоб. Покрытие керамической плитки в стиле каталонского модернизма свидетельствует об уважении автора к творчеству великого Антонио Гауди. Видео о котором, я надеюсь, уже на канале, так что ссылка будет в описании под этим роликом. Эта скульптура связана с масштабной реконструкцией города, которая была проведена к Олимпийским играм в 1992 году, на которую я буду неоднократно ссылаться в этом видео. Тут же недалеко вы непременно встретите огромное сооружение, которое местные называют La Gamba. Эту улыбающуюся креветку с торчащими в разные стороны усами и гигантскими клешнями видно издалека. Строго говоря, на креветку это создание мало похоже. Скорее его можно назвать лобстером или омаром. Но барселонцы привыкли называть этого персонажа креветкой, и никак иначе. Скульптуру улыбающаяся креветка, без сомнения, можно считать одной из самых веселых визитных карточек города. Раньше по данному участку набережной было невозможно гулять из-за того, что большое количество мигрантов продавало товары сомнительного происхождения. Это были реплики сумок, очков известных брендов, и полиция ничего не могла с этим сделать. Но в итоге они придумали интересное решение. Вместо того, чтобы гоняться за продавцами, они стали наказывать непосредственно тех, кто покупал эти товары. И сзади меня есть как раз вывеска об этом. Но есть еще одна причина, почему продавцов, раскладывающих свой товар на большие покрывала прямо на асфальте, и с феноменальным проворцем, сворачивающих их гигантский узел при малейшем намеке на полицейский рейд, стало меньше. Таких продавцов, торгующих контрафактом на улицах испанских городов, называют Manteros. От испанского манта – плед, на который продавцы кладут свой товар. Большинство из них не имеют легального статуса, поэтому такая форма торговли была для них способом выжить. И вот несколько наиболее предприимчивых монтерос запустили собственную марку одежды и кроссовок – Топ Манта, в честь, собственно, того покрывала, которое служило им и витриной, и прилавком. Они его еще и логотипом сделали.
Разработать идеи и красиво все оформить помогла опытная команда дизайнеров и маркетологов из Барселоны. И таким образом они смогли создать действительно интересные и концептуальные вещи. В производстве уже занято 120 бывших нелегальных иммигрантов, которые теперь официально трудоустроены. Вот так уличные торговцы фейком запустили собственную марку по всем законам этичного производства. Барселона – это гораздо больше, чем место, где можно понежиться на солнце и поплавать в море. Но как же здорово, что такая возможность есть. Один из любопытных фактов об этом городе, который, возможно, вы не знали, заключается в том, что его легендарные пляжи не естественные, а созданы искусственно. Раньше эти территории занимали промышленные объекты и порты. Процесс создания пляжной линии начался в 1990 году к Олимпийским играм, которые должны были состояться через 2 года. Первым делом на побережье были демонтированы промышленные объекты. Их перенесли в другие части города. Были построены волнорезы, чтобы защитить береговую линию от эрозии и сохранить устойчивость завезенного песка. Была разработана обширная инфраструктура, такая как строительство благоустроенных территорий, пляжных кафе, душевых, туалетов и так далее. И сегодня пляжи Барселоны считаются одними из лучших в мире. Береговая линия тянется на километры, а если быть точнее, на все 5. И имеет 10 благоустроенных пляжей, на которых есть все, что необходимо для отдыха. Несмотря на то, что они друг от друга часто разделены лишь волнорезом, все же сильно отличаются между собой. И я выделю несколько из них. Самый известный пляж – это Барселонета. До него легко добраться от станции метро или просто дойти пешком. Прогулка от готического квартала до пляжа займет около 15-20 минут. В разгар сезона на этом пляже слишком многолюдно. Из-за удобного расположения сюда приходят просто для тусовки и общения. Для спокойного отдыха у моря лучше выбирать другие варианты. Репутацию пляжа в плане безопасности тоже оставляет желать лучшего. Не спасает даже частый полицейский патруль. Следующий пляж – это Сан-Себастьян, который примыкает к Барселонете, но в то же время кардинально от него отличается. Это самый ближайший пляж к отелю W, известному из-за своей формы в виде паруса. На этом пляже есть участок для нудистов, так что не удивляйтесь количеству обнаженных тел, да и вы сами можете раздеться. Но при этом помните, что ни в коем случае не выходите за пределы пляжа. Во-первых, вас пожурит полиция, да и местные жители вас не поймут. Вода на пляже Сан-Себастьян гораздо чище, чем на Барселонете, да и людей на порядок меньше. А вот эти сооружения, которые можно встретить на любом пляже, называются Chiringuito. Это кафе, которое работает только в теплое время года, в разгар сезона. В начале апреля по всей береговой линии Барселоны начинается строительство деревянных площадок на песке перед морем, на которых возводятся эти заведения. Сюда заходят, чтобы перекусить, послушать музыку, пообщаться с друзьями и передохнуть от жары, любуясь видом моря. Если вы загораете неподалеку, здесь можно заказать еду и напитки на вынос. Пляж Сан-Мигель я бы не упоминала, если бы не скульптура «Упавшая звезда». Сложно догадаться, что 4 огромных куба, криво поставленные друг на друга, символизируют падающую звезду. Эта скульптура была создана Ребеккой Хорн, опять же к Олимпийским играм. Многие связывают форму сооружения с болезнью легких Ребекки. Кубы символизируют замкнутое пространство, в котором не хватает воздуха. Возможно, это то, что чувствовала скульпторша во время болезни. Набережная в Барселоне действительно очень красивая, но в полдень, когда солнце достигает своего пика, находиться на ней невозможно. Редкая тень от пальм не спасает положение. К тому же подошло время обеда, так что мы отправились в место, которое позиционируется как мишленовская столовая. А все из-за звездного шеф-повара, который открыл несколько успешных проектов, в том числе отмеченный гидом Мишлен. Он решил создать место с обедами, где все будет сделано профессионально, качественно и, конечно, вкусно. Меню большое, 9 вариантов первого, 9 вариантов второго и еще домашние десерты. Также подают закуски, как только вы приземлились за столик. Из впечатлений. Чувствуешь себя здесь все равно неловко, несмотря на то, что атмосфера здесь достаточно простая, все равно уже идет давление, что есть какая-то привязка к Мишлену, и ты уже чувствуешь себя не в своей тарелке. Поэтому не очень люблю такие места, но тем не менее мы уже сделали свой заказ. Здесь интересная система, наподобие бизнес-ланчей, которые стоят 19,50, но опций достаточно много, поэтому выбрать было тяжело. Но я надеюсь, что мы все правильно сделали, поэтому ждем с нетерпением. На первой было подано
баклажаны с обсадой и соусом из пармезана, чечевица с креветками. На второе – треска со шпинатом по-каталонски, свиные ребрышки, политые медовым соусом и с гарниром из картофеля. И, конечно, десерты. Поделюсь своими впечатлениями. Место немного разочаровало, но здесь, скорее всего, сыграла роль завышенных ожиданий. Еда была вкусная, очень быстрая подача, но нюансы к обслуживанию. Например, не меняли приборы, когда происходила смена блюд, что немножко странно, потому что все равно есть ароматы, вкус предыдущего блюда, который, конечно, контрастировал с следующим. И еще нюанс, что вилки и ложки и ножи клали прямо на стол, то есть тоже немножко странно. А так, в принципе, достаточно все мило. Еще нюанс, если вы все-таки хотите сюда прийти, обязательно бронируйте столик, потому что когда мы зашли, место было абсолютно пустое, но спустя 30 минут зал был полностью забит. Так что, кстати, еще ребята идут. Барселона хороша тем, что, гуляя по ней, даже несмотря в навигатор, попадаешь в классные места. Это район по Блинову. Сегодня он является относительно тихим, но ни в коем случае не скучным районом на востоке Барселоны. Он был основан 3 века назад. Интересно, что по Блинову в переводе с каталонского означает «новое поселение». Так что для каталонцев век не такой уж большой промежуток времени. И 3 века – достаточно подходящее число, чтобы назвать поселение новым. В настоящее время он один из наиболее интересных районов города, в котором все время открываются новые модные бары, рестораны, бизнес-центры и арт-галереи. Конечно, от самых топовых достопримечательностей по Блинову находится далековато, но если вы любите более расслабленный вид отдыха, вы будете от него в восторге. Индустриальный, фотогеничный типаж этого района очень нравится творческим людям. Также не может не радовать пешая доступность моря. Самые лучшие пляжи Барселоны, где достаточно чистая вода и не очень людно, располагаются непосредственно у подножья по Блинову. Основная улица квартала – это пешеходный бульвар, Rambla de Poblenou. по которому можно с удовольствием прогуляться к морю, устроив себе перекус на одной из террас здешних баров. Или рассмотреть еще один вариант, очень популярный среди местных. В такую жару очень хочется пить прохладительные напитки, есть мороженое, но вместо этого я вам рекомендую попробовать орчату, местный напиток, который очень популярен в Испании. Орчата – безалкогольный напиток, приготовлен из молотого миндаля, кунжута, риса или клубеньков чуфы. Такой стаканчик вам обойдется в 3,10. Сейчас буду пробовать. Вообще орчата продается во многих местах в Барселоне, но мы пришли в одно из самых популярных мест, где в отзывах написано, что готовят самую лучшую орчату. Так, пробуем. Ого! Вкус очень неожиданный, похоже на хурму с молоком. Этого я не ожидала, но вкусно. Очень здорово, что возле этого заведения установлены столики, потому что такое удовольствие прийти после пляжа, сесть в тенечек, пить свой прохладительный напиток, ощущать дуновение ветерка. Очень круто. Место действительно располагает к неспешному времяпрепровождению. Сидишь, смотришь по сторонам, рассматриваешь витрину кафе, замечая интересные детали, попиваешь свою орчату и думаешь о приятных тебе вещах. Ну вот мы и дошли до места, где можно с наслаждением принимать солнечные ванны. И это пляж Богатель. И на мой взгляд, он самый лучший в Барселоне. При желании на нем можно провести целый день. Перенести обеденное палящее солнце помогут зонтики с лежаками. Они стоят около 10 евро. Час вы их использовали или день, цена меняться не будет. Можете с собой принести волейбольный мяч и устроить настоящий турнир. Или можно рассмотреть другие классные варианты. На пляже также работают кафе, а чуть выше открыто множество рыбных ресторанов. Но в сезон сюда сложно пробиться, что и прекрасно, так как соотношение цены и качества обычно страдает. Так что на ужин мы выбрали другое место. А вот эти бетонные шезлонги и стулья имеют название Si llarga. И Si curta. вы можете встретить их в других частях города, но впервые они были установлены на пристани Марбелла и были подарком от одной из местных компаний, что я считаю было отличным решением, и красоту сделали, и себя прорекламировали.
Пляж Саморостра является самым узнаваемым в городе, благодаря вот этой сияющей скульптуре. Ее создал архитектор Фрэнк Герри. Конструкция представляет собой огромную рыбу 56 метров в длину и 35 в ширину. Для автора работы рыба – это символ движения в архитектуре, поэтому рыбные мотивы так часто присутствуют в его творчестве. Одной из самых известных построек Фрэнка Герри является музей Гугенхайма в Бильбао. Рядом с ней находится Олимпийский порт. И это престижная и современная пристань квадратной формы облеплена красивыми яхтами. Сложно поверить, но пристань является экологически чистой и имеет множество за это наград. Это стало возможным благодаря тому, что управляющая компания проводит специальную политику, направленную на сохранение окружающей среды. И напоследок я хочу показать вам мое любимое место в Барселоне, в которых подают свежайшие морепродукты. И причем еще они готовят их прямо при вас. Место пользуется популярностью, потому что оно еще и бюджетное, поэтому нам нужно отстоять небольшую очередь. Этому заведению больше 20 лет, и у него отменная репутация. Свежайшие морепродукты высокого качества встречают вас на входе. И самое сложное – сделать выбор из всего этого многообразия. Несмотря на большую очередь, мы очень быстро сели за стол, потому что очень хорошо здесь все организовано. То есть ты сначала делаешь заказ, выбираешь, что ты будешь есть, и сразу спрашивают, в каком виде ты хочешь, чтобы это было приготовлено. Значит, ты стоишь в очередь на кассу, тебе быстренько все дают, вот такую дадут еще жужжалку, ты с этой жужжалкой, с этим чеком идешь вот в окошко, которое сзади меня, и каждый раз, когда ты получаешь заказ, здесь просто все вычеркивает. Так что ждем. Какая красота! Мидии в томатном соусе, дорадо, приготовленная на гриле. Такой рыбный набор без напитка вам обойдется 18,60. Я думаю, что это отличная цена, потому что здесь еще все очень вкусно приготовлено. Поэтому, если будете в Барселоне, обязательно сюда заходите. Спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока. Возможно, я переборщила с размером. Зай, сосня до преступления. Ну и что вы скажете свое оправдание? Это была не я. Я бы вставила. Ну, я скажу честно, что визуально оно смотрится так. Что на вкус оно намного лучше. Мы сейчас покупали воду, и нам еще в подарок дали такую замечательную кепку. Было очень приятно получить такой подарок. Ой. Что-то я тут насвинячила. Ку-ку, мой зайчик. Ку-ку. Здесь прям чувствуешь себя принцессой в башне. Где мой принц? Так вот же он. Ну как?